Маленького и худого щенка, перевязанного бинтами, женщина обнаружила в мусорке на улице. Малыш ел сосиску, которой его угостил кто-то из прохожих. Вот только человек не подумал снять с нее обертку, поэтому малыш жевал сосиску вместе с ней. Вид у собачки был очень несчастный. Казалось, с бинтами на неработающей лапке он провел не один день. Рассмотрев щенка поближе, можно было обнаружить следы десятков медицинских процедур, создававших впечатление, что малыша попросту мучили. Девушка Аня, нашедшая щенка, убеждена, что его использовали для практики будущих ветеринаров, а когда что-то пошло не по плану, щенка просто выбросили на улицу. После того, как малышу сделали рентген, стало понятно, что девушка права, но даже опытные врачи не могли до конца понять, что и какими методами пытались вылечить. Ни одна клиника в городе не подтвердила, что имеет отношение к этому животному. Явные признаки вмешательства свидетельствовали о том, что врачи делали манипуляции. Так неужели их все проводили в подвале? Передняя лапка щенка попросту не работала, он носил ее за собою, слегка подняв в воздух. В Дагестане ветеринарных клиник немного, а хороших врачей в них еще меньше, поэтому, хотя девушка и забрала щенка с улицы, она не знала, как еще может ему помочь. Малыш пытался ходить, но даже просто смотреть на это было больно. О том, что испытывал в процессе сам щенок, даже страшно подумать. Я понимала, что лечение будет непростым и явно будет стоить немало, но также знала, что это единственный шанс животного на полноценную жизнь. Немного сомнений и раздумий, но в итоге уже через несколько дней наш волонтер встречал малыша в московском аэропорту. Аня сделала все от нее зависящее, чтобы помочь малышу. В реальности Лакки был совсем худеньким и крошечным. Малыш тихий и скромный, он доверчиво прижимается ко всем людям и словно задерживал дыхание, боясь спугнуть тех, кто рядом с ним. Хотя в глазках щенка и стояли слезы, он изо всех сил старался не плакать. Настоящим удивлением для Лакки стали не только миски с едой и водой в его больничном боксе, но и игрушки, которых он раньше, судя по всему, не видел. Малыш так обрадовался, что даже забыл о своей травме и начал играть. Врачи провели обследование, результаты которого их шокировали. Лакки было всего 1,5 месяца, но за это время он успел побывать в руках мясников, ведь назвать этих людей ветеринарами нельзя. В теле малыша стояла пластина несоответствующего размера, в нее попытались вкрутить винты от другой пластины, но те попросту выпали. Казалось, все эти манипуляции выполнили нарочно, чтобы малыш больше никогда не смог ходить. Пока Лакки сделали только первую операцию, малышу поставили временную конструкцию. Быстро исправить тот вред, который ему нанесли, не получится, потребуется еще 2-я операция и 3-я, которую проведут, когда малышу исполнится год. Лакки тяжело переносит оперативное вмешательство, ведь он еще совсем маленький, но мы верим, что у него хватит сил для того, чтобы восстановиться полностью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.